Разгульная женщина в исламе. Кто она? Почему эта тема вызывает столько боли? Словосочетание «разгульная женщина» в исламском контексте часто произносят шепотом, с осуждением, а иногда и с жестокостью. За ним стоит образ потерянной, грязной и бесполезной души. Но так ли видит ее ислам? Истинный исламский взгляд — это не ярлык, а глубокий анализ состояния сердца и путь к его исцелению. Это разговор не о том, чтобы кого-то унизить, а о том, чтобы понять причины, последствия и, самое главное, дорогу обратно. Давайте очистим этот вопрос от слоев ханжества и общественных предрассудков. Кто такая разгульная женщина с точки зрения религии, которая называет милостивого и милосердного своими первыми именами? В арабской терминологии часто используется слово «фахиша», что означает «крайне непристойное и распутное». Но в Коране это слово описывает не личность, а действие, тяжкий грех, зина, или отвратительный поступок. Ислам отделяет грех от грешника. Разгульная женщина — это не приговор ее сущности. Это диагноз ее текущего состояния, ее болезни, вызванной раной в сердце. Как врач не ненавидит больного за его лихорадку, так и верующий должен видеть за поступком страдающую душу. Представьте молодую женщину, выросшую в семье, где ее не ценили, оскорбляли или просто не замечали. Ее внутренняя рана — это чувство собственной ненужности. Общество или определенные люди могут предложить ей ложное лекарство, внимание, мнимую любовь и ценность через ее тело. Ее поведение — это не разгул в смысле веселья, а часто крик о помощи, попытка заполнить духовную пустоту тем, что ее временно приглушает. Она не ищет греха, она ищет того, чего лишена — любви, уважения, значимости. Так что же приводит к такому состоянию? Это не просто плохой характер. Ислам, зная природу человека, указывает на глубинные причины — духовная пустота. Когда в душе нет связи с Аллахом, нет осознания своей высшей ценности как творения, она становится уязвимой. Эта пустота требует заполнения, и ее часто заполняют суррогатами. Разрушенное окружение и детские травмы, отсутствие отца, насилие в семье, влияние дурной компании, психологическое или физическое насилие. Пророк говорил о том, что каждый ребенок рождается в естественном состоянии, фитра, а родители делают из него иудея или христианина, передавая ему свои установки и травмы. Современный мир через рекламу, кино, соцсети навязывает идею, что ценность женщины в ее внешности, сексуальности и доступности. Это прямая атака на исламскую концепцию хаи, сокровенного стыда и достоинства, и хранителя, каввама. Это может быть путь женщины, которую бросил муж, оставил без средств, и она видит в продаже себя единственный способ выжить. Или путь той, кто искренне заблудилась, считая свою свободу истинной свободой, не понимая, что она стала рабой своих страстей и чужого взгляда. Ислам говорит о запретном не из желания ограничить, а из милосердия, зная разрушительные последствия. Для нее самой это душевные муки, чувство опустошенности после, удовольствия, потеря самоуважения, депрессия и ненависть к себе. Это противоречит фитре. Потеря ценности в собственных глазах и в глазах общества. Как бы мы ни боролись с двойными стандартами, реальность такова, что такое поведение приводит к маргинализации. Физические риски болезни, нежелательная беременность и другие опасности. Для общества такая разгульная женщина — это разрушение семьи, измена, недоверие и разводы. Брошенные дети, не знающие отца, поколения, выросшие без безопасности. Нормализация разврата. Когда порок становится видимым, он постепенно перестает восприниматься как порок, что разъедает нравственные основы общества. Коран говорит об этом не как о наказании свыше, а как о естественном законе: «И не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем», а скверный путь ведет в тупик страданий. Так что же говорит ислам?
Он осуждает или помогает. Здесь проявляется вся красота и мудрость ислама, неприкосновенность частной жизни и отвращение от публичного позора. Шариат строго ограничивает возможности публичного обвинения. Требуется 4 прямых свидетеля-очевидца. Условия, практически невозможные для выполнения. Это защита от сплетен, клеветы и самосуда. Пророк резко осуждал тех, кто выискивал чужие грехи. Призыв к личному покаянию, тауба. Дверь покаяния открыта всегда. История о Маизе аль-Асламии, которая пришла к пророку признаться в прелюбодеянии, желая очищения, и он, скрипя сердце, применил к ней установленное наказание — худ, после многократных проверок, показывает, даже в таком тяжелом случае она была встречена не бранью, а как душа, ищущая пути к Аллаху. Ее покаяние стало настолько искренним, что ее поминают с уважением. Вместо того, чтобы тыкать пальцем, исламское общество должно создавать среду, исцеляющую причины. Крепкие семьи, социальную поддержку, помощь сиротам и вдовам, достойное образование, ранние и защищенные браки, никах, которые являются решением, а не просто запретом. Ислам — это религия надежды. Возвращение возможно всегда. Искреннее сожаление, твердое решение не возвращаться к греху, возвращение прав обиженным, если возможно. Аллах говорит: «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха». Воистину, Аллах прощает все грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный. Возвращение к своей фитре. Осознание: «Я не создана для этого. Во мне есть свет, который я потушила». Это работа по восстановлению самоуважения. Изменение окружения и образа жизни, разорвать токсичные связи, найти здоровую среду, заняться полезными делами, получить образование. Духовное наполнение, налаживание молитвы, чтение Корана, дуа, заполнить пустоту тем, для чего она создана, связью с Творцом. И, наконец, социальная реабилитация. Здесь роль общины бесценна. Принять такую женщину обратно, помочь ей выйти замуж, если она желает, дать работу, не тыкать в прошлое, защитить ее честь. Вот истинная исламская практика. Разгульная женщина в истинном исламском понимании — это не персонаж для осуждения, это наша коллективная ответственность. Это сестра, дочь, которая заблудилась. Ислам смотрит на нее глазами милосердного. Не как на проблему, а как на жертву множества проблем, духовных, социальных и психологических. Не как на конец пути, а как на точку, откуда можно и нужно начать путь назад к себе, к своей чистой природе, фитре, и к довольству Аллаха. Задача верующего — не судить по внешности, а иметь сердце, которое болит за таких людей, и стремится помочь, и язык, который призывает к добру и мудрости, а не к оскорблениям. Потому что, как сказал пророк, все сыны Адама ошибаются, а лучшие из ошибающихся — кающиеся. Пусть Аллах наставит всех заблудших на путь истинный и даст нам сердца, полные сострадания, а не осуждения.